Всем привет! В этом видео сплетем сумочку-мишку. Об этом меня просили мои подписчики в телеграм-канале, поэтому если вы тоже хотите меня попросить что-то сплести, обязательно подписывайтесь на мой телеграм, на мое сообщество ВКонтакте, все ссылочки будут в описании. Вот такой мишка. Это одна из сторон сумочки, я уже сплела, заранее подготовилась, и сейчас в плетении будем ориентироваться на нее. Но сначала кратко про материалы. Я сегодня плету леской 0,6, вот такой вот. Первый раз у меня такая леска в работе, ну вот эту вот сторону я сплела этой леской, в принципе неплохая, но она тянется. То есть если вы такую же леску будете заказывать, леска 0,6, выбрала леску 0,6, потому что бусины очень крупные, бусины круглые, и они достаточно скользкие, глянцевые. Основное плетение у нас состоит вот из таких жемчужных бусин, это 10 миллиметров, в таком тепло-молочном оттенке жемчуга. Вот. И также для мордочки нам понадобятся вот акцентные какие-то бусины другого цвета. Вообще в оригинале с Пинтереста эта сумка, у нее мордочка из хрустальных бусин. Но если вы берете хрустальные бусины, обязательно, чтобы хрустальные бусины были 10 миллиметров, так же, как и основные бусины в плетении. Потому что я, когда только начинала плести, я взяла бусины хрустальные 8 миллиметров, у меня плетение пошло волной, и я стала искать 10 миллиметров. Хрусталь стоит просто очень дорого, и поэтому я просто заменила их на вот такие вот коричневые перламутровые бусины. Вот у меня их совсем мало, но их, в принципе, много и не надо. Они одинакового диаметра, тоже 10 миллиметров, и они очень красиво сочетаются, мне кажется. Получается 6 черных бусин. 3 на мордочку с одной стороны и 3 на мордочку с другой стороны. Вот. Черные бусины тоже 10 миллиметров. Давайте приступать. Итак, если присмотреться, можно понять, что мордочка у нас симметричная, и ее можно разделить пополам на две части. И вот плести мы будем начинать вот отсюда. Сначала одну сторону, здесь закрепим леску, потом вторую сторону мы будем начинать плести отсюда. Вот так. Ну, в процессе я все объясню. Лески берем изначально, ну, где-то 2 метра, даже можно побольше. Делаем первое звено. Вот это у нас первое звено. Берем 3 бусины, нанизываем на любой из кончиков лески. 1, 2, 3. Отпускаем. И 4-я бусина становится соединительной. Показываю, как делать петельку. Кончиком лески проходим в бусину, этим же кончиком возвращаемся. Таким образом формируем петельку, и в эту петельку продеваем противоположный конец. Соединяем кончики и затягиваем. Мы подтягиваем в центр. Первое звено готово. Далее второе звено. На правую сторону надеваем одну жемчужную бусину. На левую сторону надеваем одну жемчужную бусину. И третье, соединительную, мы берем бусину того цвета, который у нас мордочка начинается. У меня это вот такая коричневая. Вы, если делаете другого цвета, берете ту, которой хотите, чтобы у вас была мордочка. Сейчас мы будем формировать вот это звено. И делаем в ней петельку в этой бусине. Вот так должно получиться. Далее берем черную бусину, одну нашу, и надеваем черную бусину на правую сторону, на правый кончик лески. Взяли 2 коричневые бусины, это тот цвет, который у вас мордочка, и надели одну коричневую бусину на левую леску, и вторая коричневая становится соединительный, в ней формируем петельку, затянули. И вот сейчас проверяйте рисунок, как у вас должен он совпасть с моим. То есть у вас правая бусина, черная бусина, вот мордочка, носик, должна быть по правую руку, ну то есть ближе к правой руке. И так и должно оставаться дальше по плетению.
жемчужная обычная бусина на правую сторону, такая же жемчужная на левую, и третья становится соединительной, в ней формируем петельку. Затянули. И теперь плетем 3 жемчужных звена вверх, как обычно. На правую, на левую, соединительную. Значит, вот мы, получается, сплели звено мордочки, над ним вот этот треугольничек, целое звено, и на третьем звене мы делаем поворот на, получается, лево. Для этого вот у нас плетение лежит так, черная бусина уходит вправо. Значит, это правая леска, это левая леска. На правую леску мы добавляем для последнего звена 1, 2, 2 бусины, и третья бусина становится соединительной. То есть на левую сторону мы не добавляем бусины. 2 на правую и третья соединительная. И таким образом мы сейчас повернем, у нас плетение развернется. Вот так. Вот у нас правая леска, вот уходит левая леска. На правую леску добавляем 2 бусины. 1, 2. И третья становится соединительной. И у нас опять плетение развернулось вот в таком направлении, то есть полностью вверх тормашками. Проверяйте, чтобы у вас все было так же. Ну вот, ориентируясь на черную бусину, она у нас теперь смотрит влево, но она у нас теперь вверху. То есть мы будем плести сейчас вот так, цепляясь за вот этот ряд. Давайте начинать. Для этого левой леской мы цепляемся за наш первый ряд. Проходим вот так вот в бусину первого ряда. На правую сторону добавляем 2 жемчужные бусины. 1, 2. Во второй делаем петельку. Получается, дальше мы левой леской цепляемся за бусину первого ряда. И на правую сторону мы добавляем 1 жемчужную бусину сначала. Отпускаем ее вниз. И вторая бусина у нас черная. И в ней делаем петельку. Но сначала опустили жемчужную. И вот вторую черную в ней делаем петельку. Затягиваем. То есть получается у нас сверху глаз в третьем звене. 1, 2, третье звено, в нем глаз. Далее цепляемся левой леской за бусину первого ряда. И на правую сторону добавляем 2 жемчужные бусины. Да, леска из-за того, что мягче, чем я обычно плету, она вот такими волнами еще больше идет. Теперь мы цепляемся за вот эту вот коричневую бусину левой леской. На правую сторону добавляем 2 жемчужные бусины. 1, 2. Вторая становится соединительной. Затянули. Этот ряд доплетаем до конца самостоятельно. Последнее звено сплету с вами. Получается, что мы левой леской прошли в бусину первого ряда. И вот тут, смотрите, мы добавляем 2 жемчужные бусины. Ну, допустим, окей, направо добавили. Во второй сделали петельку.
затянули. Вот, и теперь для того, чтобы начать третий ряд, нам надо вернуться вот в эту бусину. Возвращаюсь вместе с вами. Вот вывела правую леску вот из этой бусины. Теперь левой леской возвращаюсь по плетению в эту же бусину. Разворачиваю плетение вот таким образом. То есть у нас оба кончика выходят из вот этой второй бусины снизу вверх. И вот у нас глазик, ой, точнее носик ближе к нам, то есть он внизу. Вот так вот плетение, такой рисунок. Проверяем, что у вас все совпало. Тут определяем заново правую и левую леску. То есть вот так у нас лежит плетение, и вот это правая леска, вот это левая леска, вот они, видите, выходят. Все, получается, на левую сторону мы добавляем 2 бусины. Раз, два, отпускаем. Третья становится соединительной. Сейчас мы опять развернемся в плетении и будем плести, цепляясь за наш второй ряд. Вот, видите, как у нас получается рисунок мордочки? Так, получается, мы теперь плетем снизу вверх, вот так, правой леской в этот раз мы цепляемся за второй ряд, за наш. Проходим. И на левую сторону добавляем 2 жемчужные бусины. Раз, два. Во второй делаем петельку. Правой леской в нее проходим. Затянули. Правой леской проходим в бусину второго ряда. На левую сторону добавляем 2 жемчужные бусины. В этом ряду не будет у нас никаких других бусин, кроме жемчужных, поэтому предлагаю самостоятельно доплетаем вверх 3 звена. Раз, два, три. То есть выходим вровень с этим, и вот на этом моменте я к вам возвращаюсь. И в этом ряду, в третьем, нам надо подняться на одно звено выше. И вот в следующем звене, которое мы поднимем над уровнем, нам в нем надо повернуть направо, ой, налево точнее. Для этого вот у нас плетение лежит вот так, как обычно. Вот носик, вот глазик, вот оно у нас вот так лежит. Вот правая леска, вот левая леска. На правую сторону мы добавляем 2 бусины. Раз, два. И третья становится соединительной. В ней формируем петельку. И вот у нас получается, что мы в этом ряду поднялись над уровнем. И вот сейчас мы развернулись вот так. Мы развернулись, и сейчас нам надо будет опять развернуться и начать 4-й ряд. Но только тут мы уже не так все просто. Вот у нас плетение лежит вот так. Мы опять развернулись, вот право, вот лево. Теперь мы добавляем на правую сторону, внимание, сначала одну жемчужную бусину, опускаем ее. Далее мы добавляем 2 коричневых бусины, раз, и во второй коричневой мы делаем петельку. Вот так должно получиться. Это у нас начало 4-го ряда такое. Вот право, вот лево. Сейчас опять плетем вверх тормашками. А левой леской проходим в бусину 3-го ряда. И на правую сторону добавляем сначала одну коричневую бусину. Опускаем ее вниз.
И вторая жемчужная. И в ней делаем петельку. Вот такой должен рисунок получиться у вас. Левой леской цепляемся за бусину третьего ряда. На правую добавляем 2 жемчужные бусины. 1, 2. Во второй делаем петельку. Левой цепляемся за бусину предыдущего ряда. И на правую сторону добавляем 2 жемчужные бусины. Во второй делаем петельку. И этот ряд, он у нас еще короче. То есть мы тут его доплетем не до конца. Так, зацепились левой леской. На правую добавляем 2 жемчужные. 1, 2. Вторая становится соединительной. Вот, и следующее звено. Левой прошли в бусину предыдущего ряда. На правую добавляем 1, 2, 2 бусины, вторая становится соединительной. Все, это последнее звено в этом ряду. То есть нам тут надо вот эту вот линию четко очертить. Вот. Все. И теперь, если у вас остались такие же кончики, как у меня, то вы можете вернуться по плетению, я сейчас буду этим заниматься, вот в эту бусину. Ну, то есть, если перевернуть вот нашу морду, надо вернуться вот в эту коричневую бусину, получается, самую нижнюю бусину ушка. И мы будем из нее достраивать ушко вот тут вот. Если у вас кончики короткие, то вы здесь закрепляете леску, берете новый отрезок небольшой и вставляете ее вот в эту бусину. Вот мы вернулись леской в нижнюю самую бусину ушка, в коричневую. И мы доделываем ушко. Для этого определяем право-лево. Вот у нас право, вот у нас лево. Вот из этой бусины леска выходит. Значит, на левую сторону, на левую леску мы добавляем сначала 2 жемчужные бусины обычные. Налево. 1, 2. Опускаем их. И 1 коричневую. И она становится соединительной. В ней формируем петельку. Затянули. Плетение у нас развернулось опять. Вот таким образом. Тут получается правой леской цепляемся за коричневую бусину предыдущего ряда. И на левую сторону добавляем 2 жемчужные бусины. Вторая становится соединительной. 1, 2. В ней делаем петельку. И теперь вот здесь леску закрепляем. В принципе, у меня кончики достаточно еще длинные остались, но зато их будет удобно закрепить. Я возвращаюсь леской вот сюда, в центр уха, потому что бусины контура не надо перегружать узлами, они у нас еще нам понадобятся при сплетении 2 половинок и при формировании стенок. Поэтому мы бусины леску для узла выводим в центр ушка. Вот сюда завязываем узелок обычный.
И затаскиваем его в бусину, которая сподручнее. Ну, я попробую вот в эту затащить верхнюю. Все, зашел. И тут обрезаю леску. Вот, одну половину сплели. Давайте проверим ее на симметрию. Сейчас будем начинать плести вторую. Для второй части мордочки берем такой же отрезок лески, как брали в первый раз, и продеваем его вот в эту нашу бусину одним кончиком. Вытягиваем. Вот так у нас лежит плетение ушком к нам. Определяем право-лево. Вот у нас право, вот лево. И на правую сторону добавляем 3 жемчужные бусины. 1, 2. И третья становится соединительной. В ней формируем петельку. Плетем вверх. Получается, левой леской, которая у нас в левой руке, цепляемся за самый наш первый ряд. На правую сторону добавляем 1 жемчужную бусину сначала, отпускаем, и 2 коричневую. В ней формируем петельку. Левой леской проходим в черную бусину и на правую сторону добавляем 2 коричневые бусины. 1, 2. Во второй коричневой делаем петельку. Так, и этот ряд у нас дальше будут только жемчужные бусины, поэтому доплетаем, получается, ну, в уровень, только вот в последнем звене сами встречаемся. Плетем 1, 2, 3 звена вверх просто из жемчужных бусин. Добавляем постоянно только жемчужные. Итак, вот сплели, получается, 3 жемчужных звена. И для 4-го в этом ряду проходим также левой леской в бусину нашего самого первого ряда. И на левую леску, то есть мы поворачиваем плетение опять ушком к себе, вот так вот. И на вот эту леску, которая у нас в левой руке, добавляем 2 жемчужные бусины. Вторая становится соединительной. 1, 2, петелька. Затянули. Так, теперь также оставляем плетение, также оставляем наши кончики лесок. Получается, на ту леску, которая у нас в левой руке, мы добавляем 3 жемчужные бусины. 1, 2. И третья становится соединительной. Формируем петельку. Затягиваем наше плетение, и оно у нас разворачивается вверх тормашками. Правой леской цепляемся за бусину предыдущего ряда. На левую сторону добавляем 2 жемчужные бусины. 1, 2. Во второй формируем петельку. И получается, у нас сейчас будет уже 3-е звено в этом ряду, и в нем не забываем про глаз. Правой леской проходим в бусину предыдущего ряда и на левую сторону добавляем 1 жемчужную бусину сначала.
и вторую черную. Черная становится соединительной. Проверяем, что они у нас в уровень. Симметрично. Все нормально. Да. И этот ряд дальше доплетаем только из жемчужных бусин. То есть правый проходим в эту и добавляем на левую сторону по 2 жемчужные бусины. Встречаемся вот здесь в конце на повороте. Я с вами вместе развернусь. Плетем последнее звено этого ряда вместе. Правой леской проходим в бусину предыдущую и на левую добавляем 2 жемчужные. Я только сейчас поняла, что в этом ряду нам не надо разворачиваться, потому что в этом ряду мы будем подниматься наоборот по плетению вверх. Угу. Вот. И получается, сейчас мы по плетению леской возвращаемся вот в эту бусину. Вот сюда поднимаемся. Делаю это с вами. У нас, получается, плетение лежит ушком к нам. Вот таким образом. Определяем правую леску, левую леску. Вот они у нас. И начинаем плести следующий ряд. Для этого на правую сторону добавляем 3 жемчужные бусины. И третья становится соединительной. 1, 2. Третья соединительная. Развернулись, и получается, вот у нас справа, вот лево, и левой леской мы плетем вверх, значит, левой леской цепляемся за бусину предыдущего ряда. И на правую сторону добавляем 2 жемчужные. 1, 2. Вторая становится соединительной. Этот ряд у нас состоит только из жемчужных звеньев, поэтому сейчас это звено плету с вами, а последующие самостоятельно. Доплетаем в уровень. После того, как доплели в уровень, тут встречаемся и вместе со мной будем подниматься дальше на ушко. Итак, вот мы сплели звено в уровень и теперь поднимаемся наверх, но с разворотом. Плетение у нас лежит вот так, право-лево. И получается, на левую леску мы добавляем 3 бусины. 1, 2. Третья становится соединительной. В ней формируем петельку. Так, развернулись. На левую сторону мы добавляем 1 жемчужную бусину и 2 коричневые.
вторая коричневая становится соединительной. Так, вот жемчужная коричневая и вторая коричневая у нас с петелькой. Развернулись опять вверх тормашками. Получается, правой цепляемся за предыдущий ряд. На левую сторону добавляем одну коричневую, вторая жемчужная. И жемчужная становится соединительной. Формируем в ней петельку. Так, ну и этот ряд дальше, он у нас только жемчужный, но он должен быть короче предыдущего на одно звено. Ой. Поэтому далее сейчас сплету одно звено с вами, прошли правой леской в бусину предыдущего и на левую добавляем раз, два, две бусины, вторая с петелькой. Затянули. Так, прошу прощения, все, у меня камера трясется. Так, ну и вот получается плетем еще раз, два, три звена, то есть в уровень вот с этим. В общем, здесь я с вами встречусь. Плетем самостоятельно 3 звена. Раз, два, три. Итак, вот получается доплели этот ряд. Проверяем, что вот он заканчивается так же, как этот. Ну, то есть симметрию проверяем. Все. Теперь возвращаемся по плетению обратно вот в эту бусину. Первую коричневую ушко. Как то же самое, как мы это делали на этой стороне. Делаем это. Вернулись в эту коричневую бусину и начинаем доплетать ушко. Плетение лежит вот так, вот право, вот лево. Получается, на правую сторону добавляем 2 жемчужные бусины. Раз, два. И третья у нас коричневая становится соединительной. Формируем в ней петельку. Разворачиваемся и затягиваем. Угу. Так, получается, левой леской проходим в коричневую предыдущего ряда. И на правую добавляем 2 жемчужные бусины. Раз, два, вторая становится соединительной. Затянули. Все. Проверяем симметрию, проверяем совпадение рисунка. И также фиксируем леску, выводим ее в центр ушка, вот сюда. Далее вы плетете также точно такую же вторую половинку. Можете пересматривать видео до этого момента. У меня уже 2 половинки готовы. Далее в видео я буду объяснять, как мы формируем боковые стенки и сплетаем между собой 2 эти